Ребята, привет! С вами Баджер, это Мутные Пазлы. Сегодня у нас запись войны Spicy Helix против Воина Света. Записывал я это все с полевым лазаретом, когда у нас оставалось 19 тапков. У соперника оставалось 23 флага. Да и, собственно, тапки оставались там у меня и буквально еще у пары человек. Поле напрашивалось на переворот. Да, играли мы 23 на 22. В общем, тут у ребят остались бывший член 5700, 5800 есть, 5600 и 5700 еще. Короче, 5700, ну, такой крепкий средний альянс. Ничто не предвещает, скажем так, тяжелой войны. Первый этап я беру на тату. Беру стареньких, давно не использовавшихся уже фиолетовых. Джина вообще редко использую. Вот тезка на подстраховке. Ну и трехкамневую скади. Ну и что мы видим, ребят? 6 камней под тезку. 5 камней фиолетовых. И скади сложить не представляется возможным. В центре тактаканна. Ну и слушайте, казалось бы... Ну, есть вот красные с фиолетовыми в центре. Я думаю, что особо мне нет смысла уже как-то надеяться зарядить скади. Хотя единственный вариант, наверное, есть это вот сдвинуть вот этот красный влево. 3 соберутся красных. И, возможно, потом поднимется снизу еще один зеленый, который даст мне возможность зарядиться. Желтые... Если я двину, то это ничего не даст по факту. А вот еще красные и фиолетовые, если попробовать сложить горизонтально, ну нет, это много полетит. Ну, капец. Да, спасибо, комбо. Круто. И вот тут так посмотришь, вроде... 3 ударных моих почти зарядились, но с другой стороны, я все равно не могу их сейчас дозарядить. Вообще никак, даже если я... Ну, и тезку я не могу зарядить, чтобы снять себе это все. Вот, нашел вариант, как дозарядить, но походу это было неправильное решение. Так, а там уже сейчас готовится ультить и Фрик, и готовится ультить Капа. А я так до сих пор и не смог пробить центр. Там 700 хп у Канны осталось. Ну, красные, наверное, в центр. Вот вертикально прокинуть. Особо смысла ультить тезкой сейчас нет. Зеленые прокидывать тоже нет. Ну, под правым флангом там особо ничего интересного тоже не намечается. Ну, наверное, вот 3 красных в центре я вижу прям в Канну. Причем блокировать ее я сейчас не буду. Я оставлю на следующий ход свою скади, чтобы заблокировать Фрик. Да, так как Капа все равно не блочится. Ну, а теперь приходится уже лечиться. И, ну, хотя бы не потерпать потом от ослепления там и этого горения бесконечного. Понятно, что Капа сейчас подлечивает все то, что мы страдали 150 ходов. Ну и, блин, ребят, наша песня хороша, начинай сначала. Причем Канна так красиво лупит именно в того фиолетового героя, который, ну, один из самых ключевых, потому что без среза здесь сложно будет пробивать. Да. Ну, я даже не знаю, там ВРМР заряжается, можно его... Да нельзя, мы никого не можем сейчас заблокировать, потому что нам надо зарядить фиолетовых, ребят. Нужно заряжать фиолетовых, а... Блин, ну, вылезли фиолетовые, но только не там, где надо. Почему они не под Канной сложились? Хоть бы центр пронес, что ли. Ну и все, пошли миньоны, пошла блокировка. Короче, тут просто, ребята, 5700 разваливает мне хлебальник. Ни скрипты, ни разум, да. Ну ничего, сейчас мы еще попробуем прокинуть красные в центр. Красные 3 в центр, и там потом соберем 3 фиолетовых. А, даже 4 собралось, ну тогда еще проще. Но тут как бы попахивает все уже достаточно дурно. Если
пробить центр бы вот как-то вот, ну, утром, я думаю, 140 хп, я думаю, мы точно заберем. Да и походу это заливная. Как обычно, камни вот где-то там плюс-минус подошли в тот момент, когда уже, ну, как бы они не надо. Прикольно. Хороший стартовый тапок. Мне такое нравится. Можно, конечно, еще в капу там закинуть, да, или в фрикон 3 зеленых попробовать. Ну, так, чтобы уже, знаете, до конца гейминг. Или скади попробовать подзарядить. Скади мы можем через 3 и 1 в пустоту улетает, она заряжается. Но с другой стороны, опять Косямба уже заряжен. И типа, ну не знаю. Я думаю, что можно отсюда уже выходить, потому что это ну, с нулевой минуты со стартового поля было очевидно, что как бы сливон. Попробую, конечно, что-то там нанести урон, но, ребят, без стихийника, без среза брони, ну, бить по 300, это смешно. Поэтому, ну, такое. Даже не знаю, попробовать попрокидывать. Чисто все в одно рыло прокидывать, чтобы хоть как-то еще попытаться там кого-то побить. Вот еще 3 фиола можно под ВРМРом собрать. А даже решаюсь просто взорвать кристалл. Но пролетела комбо, ребят. Опять пролетела комбо, и ну, Косямба заряжается. Типа, все, что старался сделать, все зря. Зато ходок горизонта сработал. Потому что 3 минуты дополнительное время пошло. Просто я не знаю, как работает эта игра. Ты идешь на 6200, просто бах-бах-бах, все красиво. Идешь на 5700 с столетними героями, тебе без шансов просто, ну такое. Ай, ну да ладно, ничего. Может все-таки, ну капа там уже много слишком хп, там по 2500 хп, я не уверен, что здесь вообще есть смысл что-то еще пытаться. Можно, конечно, попробовать там как-то подзарядить еще вот фиолы. Как раз слетела с меня вся какашечка. Ну, ребят, 500 плюс 300 и там 2000 хп все равно. Ну вот камни пошли тогда, когда уже не надо. Ну, наверное, нужно, в принципе, уже отсюда сваливать. Я не знаю, просто я вот сейчас смотрю эту запись вместе с вами, я понимаю, что я зря только время свое тратил. Здесь, условно, программа изначально была расположена на то, чтобы, ну, немножечко меня осадить. Такое. Да, наконец-то я психанул. Ну, это прям, ну, печаль печальная. Разбиться на таком персонаже. Окей. Ладно, идем дальше. Идем на Марата. 5800. Ну, здесь тоже такая, ну, казалось бы, вроде легкая команда. Ну, берешь себе Кумхакарну. Я даже взял Титанию, потому что я был уверен, что я заряжу своих синих героев. Тем более мне поле нормально подкинули. Прям основательно подкинули. И я не боялся здесь вообще ничего и никого. Ну, просто у меня вот, ну, буквально пару ходов, у меня уже все чуваки заряжены. Все, сейчас еще взорву морду, наверное. Титания, по идее, тоже заряжается. Да. И здесь еще и комбо полетело. И смотрите, а кто? Латеса зарядится? И все, вот кроме Одиссея, все заряжаются. На самом деле, ребят, это хорошо. Потому что Латеса стоит справа. Если бы она стояла левее, то там бы герои чуть-чуть поднасрали мне. Но Кумхакарна такой, опа, сюда, сюда. Немножечко осаждаем. Теперь работаем по левому флангу, срезаем просто броньку. У нас баф на атаку есть, будет сейчас приятно. Сверху хрупкостью проходим. И сверху шлифуем это все Хелька. С комбинацией забираем Прометея. В целом, сейчас Седна сама догорит. Да, догорит же. Да, догорела. Ну и смотрите, там 1350 хп. Просто Латесса почти с полторушкой хпшки отлетает. Ну, легкий тапок.
Это, наверное, типа извинение кармы за то, что она всрала просто в сопли мне первый этап. Ладно, потом я иду, короче, на бывшего члена, решил выгулять старых пердунов зеленых. Чисто такая International Boys. Чисто такой, знаете, азиат, представитель какой-то расы там с Южной Америки. И чисто дедуля Верцингеторик, чисто француз. Вот, ну здесь тоже зеленый, смотрите, 3 сейчас справа собираем, потом... Угу. Потом можно желтые подогнать, на самом деле. Вот, есть. Теперь трешку собираем еще в левую сторону. Не боимся, что заряжен уже наш боец Данте, который... все легко, целимся в левый фланг. На самом деле было бы неплохо сюда еще какой-то баф на атаку. Вообще было бы круто. Снимаем щиточки, воруем отхил, все дела. Срезаем бронь. Там немного, конечно, срез, ну, в любом случае есть. И там еще подсобираем сейчас... Так. Угу, ну, понятно. Это тот момент, когда ты хочешь играть как-то чуть более аккуратно, но у игры на это другие шансы и другие мнения. Поэтому просто закидываем все вправо. Так, Верцингеторига, наверное... Ну, на самом деле можно было Верцингеторига юзнуть в левый фланг, но я его кину вправо. Не знаю зачем, а броньку потом... Не знаю, есть ли вообще смысл. Раз, два, три, 4, 5, 6. У меня много камней зеленых есть. Да, вот все зарядились, круто. Тогда можно желтые в центр, вот здесь в пустоту. И синие, и фиолетовые можно в пустоту. Просто дождемся, когда... О, все, закончился режим духа у Бенеджедета. Все отлично. Теперь просто раз, два, три, 4 и что? Что там останется? 600 и 400. Ну, короче, это до свидания. Это до свидания. Сейчас 3 фиолетовых, все. Тоже морфа бывшего члена. Одолели. Ну, это вот тот, такой, ну, тот тапок, который, ну, типа, изначально ты предполагаешь, что будет в такой войне. Я решаю по чесноку пойти добить Тату, потому что на поле там, ну, как бы 2 добива оставалось, один из них мой. Я отдаю себе отчет, что нужно свою же идею продвигать. Беру Вермеера, просто, ну, знаете, ради прикола. Ну и здесь по факту мы можем 3 прокинуть горизонтально желтых. Один из них, получается, летит в пустоту. А дальше там смотреть, может, и фиолы вот эти, которые сверху. Ну, вряд ли красные Вермеера буду кидать. Ну, начинать точно нужно с желтых, прям в центр и не париться. Это получается раз, два, три, 4 камня будет. Мне нужно будет еще 3 где-то. Ну а получается у меня 4 плюс 4, у меня получается заряд Вермеера. Ну, окей, давайте тогда, если он зарядился, то ну, будем его использовать, пускай там начинает уже воровать хитпоинты. Дальше можно фрик 3 желтых просто скинуть и даже вот в этот момент уже забирать левый фланг. Блин, как же они, конечно, круто воруют жизни, просто, ну, это кажется, что немного, но по 80 хп. Ну, это дохера. Просто герои танут на глазах. Круто. Хороший герой, надо его докачать. Тем более снимашка. Я считаю, что он реально очень недооцененный персонаж. Как в свое время Кахиндо была. Так, что у нас дальше? У нас дальше 3 фиолетовых, из них 2 в пустоту. Нет? Нет. Решил так. Ну, как решил, так решил. Прокидываем фиолетовые. Что, прокидываем теперь синие, да? Прокидываем синие. Еще раз фиолетовые прокинем, да? Да, только я не так думал. Надо было чуть-чуть по-другому там желтые собирать. И эти лишние ходы бы не пришлось использовать. Ну, ничего. Это такое, мелочи жизни. Я понимаю, что здесь уже все равно, как бы, добив добрал. Ну, это было бы жестко, если я еще и добив не добрал. Это. Собираем 3 желтых, заряжаемся и просто сейчас будем прокидывать все, что у нас есть. Добирать героев. Отлично. Еще и миньончиков на себя навесим. Вообще круто.
Раз, два, три. И поехали, поехали. От камней там отвалилась сапья, да, и осталось у нас, ну вот, наверное, три блин, это жестко. А почему эти миньоны такие жесткие, слушайте? Ну, они прям реально жесткие. Ладно, добив забрал. Дальше решил поугарать и пойти на Андрея. Так как у меня утер уже был использован, решил взять Монику. Вот, ну, казалось бы, ребята, даже не 5800 и 2 миньончика в центре. Это же изи. Так, ну есть пока только 6 камней, но разбросанных. Ну, зато у нас есть, в принципе, все остальные камни. Есть и желтые, есть и зеленые, можно кристалл даже собрать. Главное не заряжать вот эти самые края Аури и Зевса. Потому что это, ну, плохая затея. Вот. Зарядился у нас уже Анит, но мы его пока использовать не будем. Вот, ну, я вижу, что сейчас вот собираю 3. Блин, и мне казалось бы, нужно сейчас всего лишь 3 камня фиолетовых. Тут ничего не подошло. Взорвать желтые или красные. Давайте красные. Блин, они не подходят. Ну, теперь, наверное, желтые придется уже взрывать. Нет, еще... окей, давайте тогда зеленые прокинем еще в центр. Есть. Ага, еще один камень подошел, и можно сейчас попробовать 4, наверное, красных скинуть. Блядь, ну смотрите. Это, я уже сделал 350 тысяч ходов. У меня до сих пор не собралось 6 камней. И я их не могу сейчас никак собрать, только вот если взорву кристалл, у меня 2 фиолетовых опустится под Данте. И я потом их смогу собрать. Но там один желтый летит в Зевса. Это очень плохая затея, взрывать кристалл. Слушайте, но он не выходит. Ну, я, конечно, в шоке. Я предполагал, что... Вот, вышло. Ну окей. Ну тогда... ну там все там зарядились те, кто не надо. Ну окей. Ребята, я предполагал, что рано или поздно эта команда, она все-таки свое победное шествие закончит. Все-таки здесь в этой теме много таких есть проблемных мест. Например, нет снимашки, чтобы в Реколакса использовать сейчас. Ну и честно, я просто понял, когда увидел стартовое поле. Ну, реально сделать там, ну, не знаю сколько там, 20-30 ходов я сделал. Я не мог зарядить своих фиолетовых. Там все плечи позаряжались. И только сейчас я вот вроде как готов работать. Но я уже не могу ничего сделать, потому что у меня в Реколаксе сейчас умирает от кровотечения. Ну окей. Можно вот там фиолетовую, синие сверху собрать или мордочку вот взорвать. Сейчас на самом деле можно, знаете, кинуть в Аури 3 фиола. Там под ней срез. Заультить Хидея, кинуть Аури. Блядь, да у нее еще и кавалер сработал. И это накидает миньонов. И на Аури, конечно же, 2 миньона. Блин, да я даже не смог... Героя не смог ни одного вынести. И обет преданности. Ну, короче, это разъебалово просто очень жесткое. Чисто без цензуры. 21+. Сделать миллиард ходов и не смочь ничего. Это типичная скриптовая херня от кармы. Ну, окей. Не расстраиваемся. Идем, берем последний тапок какой-то. Да, вот на дракона го пойдем. Здесь я возьму просто свою ударную тройку зеленую и не пороть мозги, короче, ни себе, никому. Значит, нужно сюда взять какого-то хила. Можно, кстати, красного. Можно Данте сюда взять, между прочим. Там, если все будут забафаны, то воровать бафы очень даже приятно будет. Ну и напрашивается сюда или снимашка, или какой-то саппорт. А можно и снимашка, и сверхсаппорт, лучший саппорт игры в одном лице. Латессе. Поэтому ее и берем. И вот такой командой просто поменять еще на Энгуса, наверное, артефакт. Или нет, все-таки на барона. Пускай больше срезает. Вот. Все.
Идем на банши. Драконья команда обороны. Я просто так уже психовал там, ну, я очень был расстроен, что меня просто сливала игра. Ну, а здесь у меня, ребят, 3+3 со старта, и там я даже не смотрю на то, что синие полетят сейчас в дракона, что мне сейчас желтые придется собирать с зелеными, и там фиолетовые еще соберутся, а потом желтые соберутся. Я вижу все эти комбинации и понимаю, что сейчас будет заряжен Данте, и меня это вообще не парит, потому что я сейчас просто использую Латессу. И, скорее всего, выношу просто 2 цели. Наверное. Ну, Данте точно. В Данте мы используем барона. Так. А можно, знаете что? А можно на Верочку, вот да, Бандака закинуть в Кайлума. Он там хрупкость еще свою навесит. Вот, кстати, да, отлично. Прокидываем зеленые в Игниса. Игнис не разбивается у нас, ну ничего страшного. Здесь ничего такого я не вижу. Фиолетовые прокидываем. Вот еще 3 зеленых подошло. Латесса там понемножечку собирается ультить. И Толик ультит. Толик в кого? Толик 3 карты в одно рыло. Ну, на самом деле это хорошо. Потому что сейчас я с 2 камней, наверное, с 2 камней, из 2 ультимейтов Данте забираю. Это центры выносятся. Ну и остается просто прокинуть фиолетовые, прокинуть в центр красные. В центр, в пустоту. Конечно же, в пустоту, ребята, да. Прокинул красные. Теперь можно и желтые прокинуть. Можно использовать Данте своего. Желтенькие подгоним сейчас. Там, может, зеленый выйдет все-таки. Вот, вышел зеленый. Ну и это все. Сейчас мы просто будем планомерно собирать зеленые. И, наверное, Толика сначала заберем. Или Латессу. Тут на самом деле разницы особо никакой нет. Ну, начинаем с Латессы. А, еще 3 есть. Отлично. Ну, тогда вообще все круто. Ну, вот это было легко. Короче, такая смазанная война. Я вообще не парюсь за свой результат. Это была война, в которой участвовал там одной там левой рукой, скажем так. Поэтому, ну, я не парюсь за результат. Но то, что карма меня, конечно, слила откровенно 2 раза, ну, немножечко расстраивает. Ну, ничего. В любом случае, ну, как бы не всегда же, ребята, побеждать. Какой-то баланс должен быть в этой игре. Получается, сделал 3 полноценных шота. 1 разбив и добив, и 1 разбив. Ну, там, наверное, 250 очков там каких-то есть, или 200, там, сколько, 60, 120, 270, наверное, 80, не знаю. Ну, слабенько, учитывая те, что... Да, 280 очков. Ну, не то чтобы слабенько, это среднее. Можно было реально намного лучше. Ну, как есть, так есть. Поэтому сейчас посмотрим на результаты. И откроем сундук. Да, я там понимал, что у нас еще парни остались с 10 тапками. Один из них будет сливать вообще свои тапки в 0 просто в конце войны, потому что нет времени воевать, и чтобы для Одиссеи закрыть там задание, просто в нолик будет разбиваться, уходить, сбежать. Ну и по результатам получается 6383 на 340. Мы победили. Twinkle Bell молодец. Поздравляю ее с топом. Такая умничка. 12 тапков, кстати, не откидали бойцы. Ну, ничего. И открываем сундук войны. Давно я не открывал ничего такого, тем более у меня... О, 100% участия. Так, 200 серебра. Отлично. Хороший классический сундук войны. В принципе, под стать моим сливным тапкам. О, меня там лупили. Лупили, да вылупили. Ну, ничего. Вот такая вот была война. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии и оформляйте подписочки, спонсорство. Вове отдельное спасибо за то, что он уже это сделал. Большое спасибо. Всем удачи, ребята. Всем пока.